Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 12 апреля, а это значит, что сегодня важный праздник. Вы знаете какой? Я вам подскажу. Вам известны эти слова: планета, звезда, ракета, спутник, скафандр, космодром. Все эти слова ассоциируются с этим праздником. Вы догадались? Сегодня день космонавтики, а значит, сегодня мы с вами поговорим о космосе и космонавтах. Присаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно. Я начинаю. Вам знакомо имя Юрия Гагарина? 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который полетел в космос. Он облетел Землю на корабле «Восток-1». Полет длился 108 минут. Перед стартом Гагарин сказал одно слово, которое стало знаменитым во всем мире. Поехали! Юрий Гагарин родился в 1934 году в деревне Клушино в простой семье. Его отец был плотником, а мама работала на молочной ферме. У Юры был брат и сестра. В детстве он любил делать модели самолетов, читать книги и мечтал стать летчиком. После школы Гагарин поступил в авиационное училище и стал военным летчиком. Он очень хорошо учился и летал. Его выбрали для полета в космос, потому что он был умный, здоровый и спокойный. Гагарин прошел специальную подготовку: тренировки, полеты, занятия по медицине и физике. После полета в космос Гагарин стал настоящей легендой. Он объехал много стран, встречался с людьми, рассказывал о своем полете. Его все узнавали по улыбке. Его называли «человек с улыбкой». К сожалению, Юрий Гагарин погиб в 1968 году в авиакатастрофе. Ему было всего 34 года, но его имя навсегда осталось в истории. В истории русской космонавтики есть и другие важные имена. Так, например, Алексей Леонов, первый человек, который вышел в открытый космос. Это произошло в 1965 году. Или Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Она полетела в космос в 1963 году. Ее корабль назывался «Восток-6». А также Сергей Крикалев, космонавт, который провел в космосе больше всего времени среди россиян – более 900 суток. Сегодня космонавты из разных стран работают на Международной космической станции. Они там живут и работают, делают научные опыты, изучают космос, наблюдают за Землей. Космонавты долго тренируются перед полетом. Как вы, конечно, знаете, в космосе нет гравитации. Космонавты летают внутри корабля и едят из тюбиков. Хочу еще добавить пару интересных фактов. А вы знаете,
как звали первое живое существо, которое отправилось в космос? Это была собака Лайка. Она полетела в 1957 году на спутнике «Спутник-2». Лайка была первой, но, к сожалению, не вернулась на Землю. В 1960 году в космос полетели две другие собаки – Белка и Стрелка. Их полет длился более 24 часов. Они благополучно вернулись на Землю. Белка и Стрелка стали настоящими звездами. Ну вот, мой рассказ уже подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод про космос. Вам хотелось в детстве стать космонавтом и полететь в космос? Напишите мне в комментариях. И спасибо вам, что слушали мою историю. До встречи в следующем выпуске.